У нас с вами сегодня будет очень большая новость. По четвергам мы читаем новости, и сегодня у нас очень большая новость, поэтому начнем ее читать сразу. Сейчас я ее включу. Это новость, здравствуйте, это новость для всех людей, которые изучают иностранные языки. Вы сначала прочитайте, подумайте про мой характер. Он у меня совсем не подарок. Так, новость, правда, очень большая, у нас будет очень много слайдов, но, как я и сказала, это новость для всех, кто изучает иностранные языки. И она звучит, название новости: «Ошибки в изучении иностранного, которые совершают почти все». То есть ошибки, которые, когда мы изучаем иностранный язык, неважно, кто мы, русские, голландцы, французы, турки и так далее, любые, то есть все люди, кто изучает иностранный язык, не родной, делают ошибки. И здесь у нас в статье будет несколько вариантов этих ошибок. Я думаю, это не все ошибки, это такие вот самые популярные. Здесь эта статья в основном даже не для, о тех, кто изучал английский язык, и, то есть это русские, которые изучали английский язык, и также об иностранцах, которые приезжают в Россию, конкретно в Москву, и здесь в России изучают русский язык, то есть кто какие ошибки делают. Здесь идет сравнение. Русские, которые изучают английский язык, и иностранцы, которые приезжают и изучают русский язык. Давайте прочитаем. Я буду говорить свое мнение, а вы пишите, делаете вы такие ошибки или нет. Так, начинаем. Способность к языкам есть абсолютно у каждого, ведь как минимум один родной мы знаем в совершенстве. Так что же мешает как следует освоить другие, о попытках поучиться просто для себя, любви к кино с русскими субтитрами, привычке любое неизвестное слово смотреть в словаре и других промахах, которые обычно тормозят прогресс в изучении иностранного. Это все у нас будет сегодня в статье. Так, слово «способность». Обычно способность – это синоним «талант». Но здесь способность к языкам, талант к языкам – это как-то ненормально. Это то, что вы можете, то есть вы можете изучать иностранные языки. И есть такой стереотип, что иностранные языки могут изучать не все. Но в этой статье говорят, что это не так, что все мы знаем хотя бы один язык, мы знаем его очень хорошо, вот это вот в совершенстве. То есть это прям очень супер хорошо. И я, кстати, с этим согласна. Мы изучаем, когда мы только маленькие дети, мы тоже учим родной язык, учим его по-другому. Как же люди, которые билингвы, трилингвы, как они изучают? У них сразу просто 2-3 и больше как будто родных языков. И какие существуют? То есть мы думаем, нет, у меня нет способности, у меня нет таланта к языкам, то есть я не умею учить языки, я этого делать не буду, и все, значит, я никогда не буду говорить на другом языке. Нет, неправда. Что же нас останавливает, то есть блокирует, ставит такой блок, мешает освоить, вот это слово «освоить» сегодня будет часто. Освоить – это значит выучить другие иностранные языки. Какие промахи? Это ошибки. Так, давайте теперь поговорим о конкретных примерах. Первое – это не ставить четких целей. Что такое, не ставить целей, это мы понимаем, а что такое четкий, синоним конкретный. То есть
люди, которые изучают иностранный язык, у них нет цели, а цель это как мотивация. Вот они просто говорят, ну, я хочу, это интересно, но это не цель. Цель должна быть, я хочу поехать, например, вы изучаете русский язык, скажете, я хочу поехать в Россию, вот это уже цель. Или я хочу, как популярно в Инстаграм, я хочу найти русскую девушку. Без проблем, это тоже цель, но для этого надо изучать русский язык. Так, читаем статью. Ну, Поднебесный сейчас в моде, вот и хочу освоить китайский. Я был во Франции, там мне так понравилось, в следующий раз думаю поехать без разговорника. Решил просто для себя поучить. Если на вопрос, почему они выбрали этот язык, будущие ученики отвечают подобным образом, то это обычно означает, что человек вскоре все забросит, предупреждает китаист и руководитель Ассоциации переводчиков Мандарин Про Кирилл Батыгин. Какие здесь примеры? Ну, Поднебесная сейчас в моде, вот и хочу освоить китайский. Поднебесная, так по-русски мы называем страну Китай. У меня есть в блоге статья, где я писала о самых популярных странах, городах, для которых в русском языке есть такие вот никнеймы, назовем это такие никнеймы, прозвища или другие имена. И вот слово «поднебесный» – это Китай. Здесь, ну, Китай это сейчас модно, поэтому я буду изучать китайский. Или я ездила во Францию, там было так красиво, мне понравилось, буду изучать французский язык, чтобы не пользоваться разговорником. Разговорник – это книга, где написаны популярные фразы на иностранном языке и перевод на ваш родной язык. Или третий пример. Буду учить для себя. Вот, мне скучно, нечем заняться, буду учить. Эти фразы и похожие на эти фразы говорят о чем? Когда мы спрашиваем, преподаватель всегда спрашивает, какая у вас цель? Или почему вы изучаете иностранный язык? И вы выбираете ответы. Если у вас такой ответ, то это не очень сильная мотивация, потому что это не цель, это просто ваш интерес, а интересы всегда, по статистике, интересы всегда заканчиваются, если у них нет конкретных каких-то действий, конкретных шагов. Если вы просто хотите поехать во Францию, вы понимаете, что вы можете поехать во Францию или в Россию без разговорника. Вы можете поехать в Россию, например, в Москву и в Петербург, и вас будут понимать на английском языке, ладно, может быть, не на всех иностранных языках, но на английском будут понимать. Но если вы вдруг поставите себе цель поехать не в Москву, а поехать в какой-нибудь маленький город, который находится далеко от Москвы, вот здесь уже будет проблема. Английский язык по всей России не все знают, так что там уже надо будет говорить только на русском языке. Ну и все равно, когда мы приезжаем в другую страну, нам помогают. Ну, в первую очередь нам помогает английский язык. Во вторую очередь, да, на второй ступени мы можем показывать пальцами, да, то есть я не понимаю или я хочу это. Здесь все понятно. Для преподавателя это не мотивация, как и для ученика. То есть мы понимаем, что это ненадолго. Здесь ничего не будет. Смотрим дальше. Присутствие на занятиях, наличие хорошего преподавателя и даже железной воли для успеха часто недостаточно. Так что штурмовать иностранный лучше всегда с конкретной целью. Для работы, переезда, брака, учебы.
Если четко сформулированной задачи нет, надо ее поставить. Не просто изучать испанский, а сдать экзамен на базовый уровень владения через полгода. Дата X в календаре будет подстегивать. Здесь, я думаю, у вас некоторые новые слова для вас есть. То есть присутствие на занятиях – это когда вы есть. То есть вы сидите, слушаете, смотрите, читаете, говорите. Это присутствие на занятиях. Наличие хорошего преподавателя – это тоже то, что у вас есть хороший педагог, хороший профессор, преподаватель. И даже если у вас очень сильная железная воля, успеха у вас не будет. В какой-то момент вы начнете себя думать, я устал, я хочу отдохнуть. Один раз это будет только короткий момент, потом это все будет больше, больше, больше. И работы как таковой, изучать язык вы не сможете. Это будет с вами все труднее и труднее. Почему? Потому что нет цели. А если будет цель, вот, например, сдать экзамен или работать, поехать работать, переехать жить в другую страну. Брак. Брак – это семья, то есть когда вы нашли жену или мужа. Учеба, учиться в другой стране. И если у вас есть день X, да, или дата X, то вас это будет стимулировать. Вот здесь у вас слово «подстегивать» – это синоним стимулировать, то есть это постоянно так, осталось 2 месяца, осталось месяц, надо работать. Вот как стимулировать. Впрочем, иногда мотивы бывают весьма необычными, но главное, чтобы они работали. Преподаватель русского как иностранного в ИРЯИК, это Институт русского языка и культуры, Ольга Рождественская вспоминает: одним из самых талантливых студентов курса стал американец, практически в совершенстве освоивший язык всего за полгода. Просто он отчаянно хотел знать, о чем же каждый день часами на кухне болтает его русская жена с тещей. Какие могут быть цели? То есть вот мотив, цель, задача, ваша мотивация. Какая она может быть? Может быть самая-самая необычная. Например, но главное, чтобы она работала, чтобы был прогресс, чтобы был результат. Вот пример одного из преподавателей института, где я работаю. Ольга говорит, что у нее была группа, и в этой группе был очень талантливый студент из Америки. И он за полгода это 6 месяцев, и он за полгода очень хорошо начал говорить по-русски, вот здесь вот практически в совершенстве, то есть очень very fluently, так назовем, всего за 6 месяцев. Почему? Потому что у него был стимул, у него был мотив. Какой мотив? Его жена и теща это мама жены. Его жена русская, то есть его жена русская, мама жены каждый вечер на кухне сидели и говорили на русском языке. Он из Америки, он не понимал, о чем они говорят, потому что между собой жена и ее мама говорили по-русски, не по-английски. И ему было так интересно узнать, о чем они говорят, что он начал быстро учить русский язык. Хорошая мотивация. Такой тоже вариант подойдет. Так, следующее. Отступать от графика. Отступать – это нарушать, то есть не следовать, когда у вас есть график, а вы нет, сегодня я отдыхаю. Вот это вот отступать. Изучение языка похоже на спортивные тренировки.
стоит пропустить пару занятий, и упражнения, которые прежде давались легко, заставляют попотеть. Запланированный урок часто приходится переносить или отменять из-за срочной встречи на работе, плохого самочувствия или посиделок с друзьями. Но после недели-двух перерыва бесполезно пытаться наверстать. Отставание за пару часов после такой перегрузки потом захочется прогулять снова несколько получасовых, но ежедневных занятий всегда лучше нерегулярного многочасового марафона. Все тоже очень правильно. Когда вы изучаете язык, то есть это как будто вы хотите стать профессиональным спортсменом, но даже не профессиональным, что люди занимаются спортом каждый день или очень-очень часто, не один раз в неделю, не один раз в месяц, но хотя бы минимум 3-4 раза в неделю нужно заниматься спортом, ходить, бегать. То же самое и когда вы изучаете иностранный язык. Вам нужно хотя бы небольшое время, 15 минут, 10, 15, 20 минут в день чуть-чуть заниматься иностранным языком, чтобы потом, вот вы пропустили 1 неделю, 2 недели, и вам все труднее, вам нужно больше понимать, вам нужно больше думать, все это становится труднее. Вот это вот наверстать, то есть быстро наверстать, быстро вернуться к тому, что вы на уровень, где вы были 1, 2, 3 недели назад, это будет трудно. И с каждым разом, когда человеку становится труднее, у него появляется психологически, а может быть это не мое, а может быть не надо, и он начинает меньше хотеть, пропадает мотивация, как раньше. И он начинает прогуливать, вот этот прогулять, то есть не прийти, пропустить и так далее. Это не совсем хорошо. Лучше по чуть-чуть, но часто, чем много и один раз. Так. Так, извините, тут потерялась. Не стоит пробовать справиться с накопившимся за месяцы домашним заданием в один вечер. Мы все занятые люди, но изучение языка для себя раз или 2 в неделю – реализуемая цель. И этого графика можно придерживаться, поясняет Батыгин. А для поддержания вразумительной беседы и сочинения писем без Google Translate нужно еще больше времени. То есть, если у вас нет времени, а вы все время не делаете домашнее задание, то за один день, за один вечер вы его все не сделаете. А если вы по чуть-чуть занимаетесь каждый день или 2-3 раза в неделю, то результат будет, прогресс точно будет. В этом отрывке очень хорошее для поддержания вразумительной беседы. Вразумительное – это значит понятное. То есть, когда вы говорите понятно на иностранном языке, а не смотрите каждое слово в словарь или в Google Translate. Это, кстати, частая ошибка. Мы просто иногда, когда не знаем иностранный какой-то язык, мы смотрим в словаре, а сейчас мы пользуемся мобильным переводчиками, которые у нас в компьютере, в телефоне, в планшете. И эти переводчики работают нехорошо. Ошибки они делают очень-очень смешные, так на иностранном языке не говорят. Так, смотреть кино и сериалы с русскими субтитрами. Это написано для русских людей. Здесь, конечно,
с субтитрами на языке, который вы на вашем родном языке. То есть, например, когда я изучаю английский язык, мне очень хочется посмотреть субтитры, да, какой-нибудь тяжелый, трудный для моего уровня фильм. И я включаю субтитры, а субтитры будут например, на русском языке, то есть мне будет перевод. Зачем? Это не работает. То же самое вы можете включать русский фильм и с русскими субтитрами, но вы не будете смотреть фильм, вы не будете слушать, что делают герои, вы будете сидеть и читать. Вы хорошо научитесь читать, а понимать весь сюжет это можно понять по мимике, по жестам, по игре актеров. Когда вы понимаете хотя бы вот это, мимику, жесты и игру, вы уже больше начнете слышать язык, и какие-то слова вы будете слышать, и это слово я знаю, это слово я знаю, и у вас уже контекст, и все вы понимаете. То есть, когда собирается контекст, тогда намного лучше. Читаю отрывок. Все, чему вы научитесь при таком методе, очень быстро читать, рассказывает преподаватель английского Любовь Салихова, автор телеграм-канала «С как доллар». И объясняет почему. Наш мозг, brain, мозг всегда идет по пути наименьшего сопротивления, то есть чтобы меньше было против, меньше проблем. Поэтому уши в процессе не включатся, и шанс, что какие-то знания отложатся или останутся, очень мало, крайне мало. Так, если очень сложно смотреть кино с иностранными субтитрами, стоит выбрать контент попроще. То есть не берите сразу какие-то трудные фильмы. Да, может быть, вы думаете, что это очень хороший фильм, но зачем такой трудный на иностранном языке? В конце концов, сначала познакомиться с интересным фильмом или сериалом в русской озвучке, а потом оценить его на языке оригинала. То есть это для русских людей текст, да? То есть сначала вы можете посмотреть этот фильм на вашем родном языке, а потом второй раз посмотреть уже на языке, который вы изучаете. И первое, сначала вы будете все отлично понимать, это же ваш родной язык. А здесь, когда вы потом второй раз будете смотреть уже на иностранном языке, допустим, вы изучаете русский, и вы будете смотреть фильм на русском языке, первое, вы будете слышать русский язык, русскую речь. Второе, может быть, вы найдете ошибки, которые сделал переводчик, когда переводил текст. Третье, может быть, вы поймете, что актеры, да, их игра не такая, как по тексту. Может быть, что-то будет хуже, что-то будет лучше. То есть здесь вы будете работать еще и как критик. И этот будет интереснее. Не просто смотреть фильм, а стать кинокритиком, как вариант. Так, поэтому следующее. Когда содержание, то есть контент, известно, можно просто наслаждаться низким хрипловатым голосом Скарлетт Йоханссон. То есть здесь вы потом на иностранном языке, то есть так как это для русских текст, да, мы смотрим, у нас есть, как и в других странах, есть актеры, которые всегда озвучивают, то есть говорят иностранных актеров. И вот, например, русскоязычная Скарлетт Йоханссон, у нее голос не такой, как ее настоящий голос.
И когда вы смотрите реальный, то есть фильм на родном для этого фильма языке, а это для вас иностранный язык, то у вас начинает лучше работать аудирование. Вы понимаете, что у людей могут быть разный тембр, разный баритон, разная высота, низкий или высокий голос. И это интереснее. Так, пытаться прочесть в переводе «Войну и мир». Это еще одна очень популярная мотивация у иностранных студентов, которые приезжают в Россию. Они приезжают, мы их спрашиваем, почему вы изучаете русский язык? И это, кстати, популярный ответ. Я хочу читать Толстого, я хочу читать Достоевского на русском языке. А я всегда обычно спрашиваю, а что вы знаете? А вы уже читали Толстого, Достоевского на своем родном языке? И мне говорят, нет, на моем языке это неинтересно. Я спрашиваю, а какие книги вы любите? Я люблю романы или я люблю детективы. Но Толстой – это не совсем детективы. Достоевский – это не романы такие, как современные. И эти книги даже на иностранном языке вам могут быть совсем неинтересны. Лучше читать то, что вам интересно. Тогда у вас будет еще одна мотивация. То есть вам будет интересно, это близко вам по теме. И тогда вам никогда не станет скучно. Вы можете читать не книги, там, классику. Я знаю, что русские очень любят так делать. Ты почему не читал Толстого? Почему не читал Пушкина? А может быть, вам это и не надо? Может быть, вам это просто неинтересно. Зачем вам читать книги, которые вам не интересны? Вы просто зря потратите свое время. У вас будет много новых неизвестных слов. И вот через эти неизвестные слова читать, пытаться понять, о чем идет речь, не надо. Нужно все делать с интересом. Вот преподаватель, из института рассказывает про приехавшую в Москву вьетнамскую аспирантку, которая отлично писала по-русски и безупречно, то есть вот идеально использовала знаки препинания. Что такое знаки препинания? Это точка, запятая, восклицательный знак. Но при этом совсем не говорила и практически не воспринимала речь на слух, то есть не слышала, не понимала. На вопросы, как она выучила язык, девушка все время повторяла, что очень любит Тургенева. Выяснилось, то есть мы поняли, что она несколько раз переписала полное собрание сочинений классика. То есть она просто брала его книгу, не читала, а она писала каждое слово из этой книги. И чем ей это помогло? Она хорошо пишет, но она не понимает, она не может говорить на этом языке. Так, стараться запомнить каждое слово. Салихова также указывает, это автор телеграм-канала, также указывает на другую ошибку попытки перевести каждое незнакомое слово и вызубрить его. То есть вызубрить — это прям выучить наизусть. В результате вместо того, чтобы дать истории себя увлечь, то есть заинтересовать, студент постоянно спотыкается, останавливается, залезая в словарик, то есть смотрит новые слова. Прочитал фразу, в фразе 10 слов, и 8 слов он не понимает. Каждое слово он начинает переводить в словаре. Так не надо делать. Вы можете посмотреть, во-первых, сначала вы видите незнакомое слово, когда вы изучаете русский язык. Видите незнакомое слово, сначала подумайте,
Может быть, у вас есть какая-то ассоциация, идея, связанная с этим словом. Например, вы увидели слово «передумать». Оно, может быть, для вас будет новое. Но слово «думать» вы знаете. Что же такое «передумать»? Оно похоже думать и думать, но передумать, то есть когда у вас был вариант, и вы решили сделать новый, переделать, и вы вспоминаете, какие еще слова с «пере» вы знаете. Вот это лучше работает, чем каждое слово смотреть в словаре. Плюс, когда вы смотрите слова в словаре, все-таки иностранный язык и ваш родной язык – это разные языки. И какие-то слова есть в вашем языке, но нет в иностранном языке, и наоборот. Так что нужно все-таки понимать язык через контекст, идти контекст, не каждое слово отдельно, а вот идти и брать весь контекст вместе. Так, а делать это нужно только если вдруг стал неясен общий смысл текста. Вот общий смысл как раз контекст. Частотные или популярные слова, а значит нужные в ежедневном использовании, и так будут попадаться в каждой статье, книге, фильме и сериале. От них все равно не скрыться. Вот есть, да, там самые-самые популярные слова иностранного языка. Ну, например, в русском языке популярные слова думать, говорить, интересный, хороший. Эти слова вы знаете. И они очень часто встречаются в разных текстах. Вот я, например, думаю, что я очень часто говорю слово «интересный». У меня это уже как слово «паразит». Так, оптимально, если в тексте на страницу А4 попадается 10-15 незнакомых слов конструкций. И еще 5-7 придется поискать в словарях. Если число меньше КПД, КПД – это коэффициент полезного действия, то есть эффективность такая. Если число меньше КПД низкий, если выше, пользы почти не будет, продолжает автор телеграм-канала. Так, смотрим следующее. Угу. Налегать на грамматику, игнорируя... А что там игнорируя? Игнорируя общение и произношение. Говорение, чтение, аудирование, письмо в любом языке выделяют всего 4 вида речевой деятельности. Так что грамматика – это лишь дополнительный элемент, то есть вспомогательный элемент. Конечно, в русском языке и в любом другом иностранном языке грамматика важна, но всегда вы выучили грамматику, теперь нужно ее использовать, теперь нужно говорить с этой грамматикой, нужно писать эту грамматическую тему, нужно ее слышать, понимать, читать, видеть. И все это нужно брать, понимать, то есть нужно любую грамматическую тему, ей нужно пользоваться. Даже изучив в теории все отличия present perfect от past simple, можно продолжать путать их на практике. Но чем чаще вы делаете практику, тем меньше у вас будет ошибок. То есть ошибки надо делать. Без них никуда. Именно на ошибках мы больше учимся, чем тогда, когда мы стараемся не делать ошибок. Когда вы делаете ошибки, это такой вариант риска. То есть вы рискуете, у вас появляется какой-то адреналин. Да, вы сделали ошибку, вы остановились, или, может быть, шаг назад, но один шаг назад, 2 шага вперед. То есть в следующий раз вы ошибку, так, это я уже знаю, здесь у меня была ошибка, и я так больше делать не буду. И идете на 2 шага вперед. Рано или поздно на промах, ошибку укажут,
Больше он, как показывает практика, не повторяется. Многие, правда, реагируют на это болезненно, то есть им это не нравится, особенно когда приезжают в страну изучаемого иностранного языка. А здесь вот сейчас будет такая вот смешная история. Один мой студент из Ирана долго спрашивал в супермаркетах: можно картошку? Как вы думаете, что это значит? Можно картошку? Было несколько вариантов. Самый плохой вариант, то есть в худшем случае, кассиры ворчали, что картошку надо было брать в другом отделе, то есть в отделе овощей. То есть когда он говорил «можно картошку», они думали, что он хочет купить картошку, potato, а на кассе картошки нет. Очень хороший вариант, да, в лучшем случае понимали, что он просто хочет заплатить карточкой, to pay with a card. Это называется карточка. Похоже на слово картошка. Картошка, карточка, всего там одна буква и ударения разные. И что? В результате этот студент из Ирана плотно занимался произношением. То есть в результате ему пришлось плотно заняться произношением. Более интенсивно он занимался именно pronunciation, произношением. И у него появился прогресс. Разделять изучаемый язык и жизнь. Закрыв учебник или выйдя с занятия, многие вплоть до следующего урока выкидывают иностранную речь из головы, то есть перестают думать на языке, который они изучают. Выставив такие четкие границы, прогрессировать сложно. Нужно впустить, то есть открыть дверь впустить изучаемый язык в повседневную жизнь. То есть чтобы каждый день у вас был ваш иностранный язык. Например, стараться думать на нем хотя бы 15 минут в день. Ну, не знаю, когда вы чистите зубы, думайте что-нибудь на русском. Вот вы изучаете русский язык, чистите зубы и думайте, как я себя чувствую, какая сегодня погода, что я буду делать. Вот вам уже такая небольшая практика. Или гуляя с тележкой в супермаркете, то есть когда вы покупаете продукты, или когда вы убираетесь дома, чуть-чуть, но думать на иностранном языке. А главное, не стоит забывать про привычные увлечения и по возможности вплести сюда иностранный. То есть, если у вас есть какие-то привычки, не надо себя переделывать. Например, вы привыкли завтракать не 15 минут, не быстро, а, например, долго. Но в это время вы по плану, вам преподаватель говорит, что в это время вы должны читать. Ну, это ваша привычка. Вы скажите преподавателю: я не могу, у меня совсем другая привычка. Если вы будете идти против привычки, то есть против себя, то вам это будет сложно. А если вы уже придумаете, что когда вы завтракаете, вы, например, можете в одно и то же время и завтракать, и читать, если у вас так получится, вот вы добавили свой иностранный язык в вашу привычку. Смотреть в оригинале любимые фильмы или сериалы, перевести песню, которая играет в наушниках на репите. Не надо только мучить себя однотипными упражнениями. Очень часто, кстати, ко мне приходят студенты, которые говорят: меня все время преподаватель просит переводить с русского на мой родной язык. Каждый раз мы делаем одно и то же. Ну, я понимаю, да, то есть от этого становится скучно. И вам нужно как-то менять деятельность, то есть менять работу.
Например, сегодня вы сделали какое-то грамматическое задание, завтра посмотрите маленький короткий фильм, или послушайте песню, или прочитайте какое-нибудь стихотворение. То есть поменяйте свою обычную работу с иностранным языком. Бесконечная зубрежка ломали даже самых сильных, говорит Макс Инглиш. Любовь Салихова соглашается, учиться надо по любви. И я здесь всегда тоже вам говорю, что нужно любить вообще, что вы делаете, и любить язык, который вы изучаете. Если вы не любите, вот у меня аудитория иностранцы, которые изучают русский язык, вы изучаете русский язык. Если вам не нравится этот язык, если вам, вы не получаете удовольствие, радость от того, что вы хоть чуть-чуть знаете, хоть чуть-чуть говорите на этом языке, то, может быть, это не ваше. Прям такая жестокая сегодня. Нужно получать удовольствие. Жизнь она короткая, поэтому делайте что-то для себя, чтобы вам было радостно, чтобы вы получали какой-то позитив от этого. Вот такая у нас была сегодня статья. Мне кажется, она была просто супер интересная. Я надеюсь, что она вам тоже понравилась. И эту статью, какие-то отрывки, честно, так как статья большая, я немного пропустила. 2 или 3 абзаца я пропустила. Но если вам интересно прочитать, статья не трудная была. Если вы хотите прочитать эту статью, то в Телеграм-канале она есть. И там есть статья, первая статья с моими комментариями, второе в конце статьи есть источник. Можете почитать сам источник, посмотреть фотографии, которые есть к этой статье. Кстати, фотографии у вас тоже всегда помогают. Так что читайте, изучайте и не забывайте говорить, практиковать ваш иностранный язык.